Друзья, китайскими ноутбуками уже сегодня никого не удивишь, и вспомнить хотя бы компанию Tanzer Robot. Лэптопы, которые уже 5 лет продаются, это точно. В общем и целом, в этом видео мы оценим в деле новую игровую машину бренда Tanzer Robot. Модель называется 911 ARD. Если вкратце, то бренд Tanzer Robot был запущен в 2014 году как стартап Haier Group, и поэтому при старте в РФ используются все преимущества, а именно продажи через фирменный интернет-стор Haier Online и собственные ритейл-точки, а также Tanzer Robot будет доступен в сетях MVideo и также Eldorado. То есть это официальный Китай, и сервис теперь тоже официальный через компанию Haier, что удобно. Что насчет самого ноута, то первое, что я бы отметил, это качество сборки, и оно вызывает уважение. Ни малейшего скрипа, нет зазоров, крышка открывается без лишних звуков и уверенно держит любой наклон. Такому вниманию к деталям могут позавидовать даже некоторые бренды, которые не столь тщательно подбирают материалы и детали. Далее у нас необычно расположены порты, это именно слева находится 3,5,5 мм комбинированный джек для гарнитуры, далее SD-карт-ридер, Ethernet порт плюс USB 3.0, Type-C, а справа у нас разъемы питания, HDMI и еще несколько USB. Блок питания, кстати, небольшой, чего от китайских ноутов совсем не ожидаешь, зато чего точно можно ожидать, так это то, что Tanzer Robot 911 ARD использует достаточно современную платформу. Не самую, конечно, передовую и последнюю, но внутри у нас стоит довольно шустрый процессор 11-го поколения i5 11260H и видеокарты GeForce GTX 1650 в мобильном исполнении. Для Full HD экрана такого железа, что называется, хватит, я думаю, точнее я уверен, для высоких настроек будет вполне достаточно. Единственное, что вызывает вопрос, это объем оперативной памяти. Мне кажется, 8 оперативок в 2022 это уже, конечно, минимальный объем. Желательно, конечно, в будущем поставить сюда еще одну плашку на 8, чтобы стало 16, да и накопитель у нас тоже небольших объемов, а именно SSD на 250 в формате M2. Кстати, в комплекте с ноутбуком уже идет крепежный механизм для еще одного SSD или жесткого диска, и установка его очень простая. Все же объем 250 из коробки тут хватит только на установку винды и там скачать 5-6 игр, не более. Так что если у вас есть возможность, то лучше сразу поставить еще один накопитель, хотя бы 500. Ну окей, идем далее. После разборки видим с вами систему охлаждения, и она обладает необычной формой. Состоит она из двух вентиляторов в центре конструкции, охваченных теплотрубками, и, конечно же, радиатором по бокам. Забор холодного воздуха осуществляется через сетку на нижней части панели, горячий выхлоп направляется вверх в сторону дисплея. Воздушные потоки и так почти не пересекаются, но в конструкции корпуса предусмотрен дополнительный выступ, ограничивающий доступ теплого воздуха к системе охлаждения. Вентиляторы приличные при повседневной нагрузке, трудятся на минимальных оборотах и практически не слышны, а вот в играх и бенчмарках они шумят умеренно и с достаточно низким тембром. Что насчет дисплея, то 911 ARD оснащен 60-герцовым HVA экраном с разрешением Full HD 1080p и низким для своего класса временем отклика. Цветопередача естественная, максимальная яркость порядка 300 нит, контрастность на уровне 1400 к 1. В общем, по железу я вроде бы все рассказал, теперь давайте протестируем ноут в базовой комплектации с 8 оперативы, и потом уже проверим, чуть прокачаем ноут, поставим сюда еще 8, сделаем 16 в двухканале и сравним уже результаты до и после. Итак, начнем с вами с Counter-Strike. Все настройки на высоких Full HD видим в среднем от 150 до 200 FPS. Вроде бы более чем приличные цифры в контре. В общем, нет проблемы в этом тесте. И далее давайте усложняем задачу и запускаем симулятор Project Cars на высоких Full HD. В среднем здесь мы с вами видим что-то примерно 70-80, возможно 90 FPS. Да, я понимаю, что это далеко не самая свежая новинка, но и как бы здесь тоже все довольно понятно. Видяха 1650 тоже не для ультра настроек и там киберпанка, не знаю. Это больше среднебюджетная видеокарта внутри ноута, и поэтому сильно прям не будем перебарщивать и там спешить. И далее закинем с вами Ведьмак 3. Итак, в Ведьмаке тоже все настройки я выставил на высокий Full HD, плюс включил все эффекты. И в целом, знаете, можно получить 60-70 FPS без проблем. Но вот при въезде в деревушку фрейм падает местами до 45-50. И, наверное, вот тут как раз и не помешали бы эти самые 16 оперативов в двухканале. То есть появляются, как вы уже все заметили, такие небольшие статоры. Это большой открытый мир, нужно довольно прилично оперативы. И теперь все-таки давайте проверим с вами и поставим сюда еще одну плашку на 8 внутрь, и она тоже на частоте 3200. И теперь мы обратно возвращаемся к третьему Ведьмаку и видим с вами, что в целом не сильно прям вырос фреймрейт, но может быть на плюс 5, возможно
возможно 7, там 8 FPS, но зато, друзья, в том же месте, где раньше фризила картинка, уже стало заметно меньше статоров и держится стабильный 60 FPS. Я думаю, в этом и есть фокус 16 оперативы против 8, и если у вас имеется такая возможность и желание, то, конечно, лучше сразу к ноуту прикупить еще оперативы и поставить внутрь. То же самое насчет Project Cars. Если помните, у нас было с вами 70-90 FPS, а сейчас больше сотни после прокачки до 16 оперативы, и это тоже такой себе заметный прирост. Хотя 70-80, знаете, это более чем комфортно для игры, однако приличный запас больше 100, явно нам здесь не помешает. Также хотел бы обратить ваше внимание, зрители, на температуру железа. Как правило, в первом случае я не использовал подставку охлаждения, а ее нужно использовать летом. Я напомню, это потому что в комнате у меня 28, 29, почти 30, и провод с местами поднимался до плюс 90. Это довольно высокая температура. А вот после установки подставки под этот ноут температура упала до 80 плюс. То есть сбросили важные 10 градусов, и это отлично, особенно для жаркого лета. В общем, друзья, Tanzer Robot 911 ALD добротный игровой ноутбук из Поднебесной, дающий нам хорошую производительность на 6-ядерном 12-поточном процессоре и GTX 1650, и данным лэптопом довольно приятно пользоваться на повседневной основе. Он подходит как для работы, так и для игр, и при этом китайский аппарат не уступает моделям известных брендов, а по качеству сборки даже местами превосходит. Это не преувеличение. Если давно присматривали себе среднебюджетный, скажем так, ноут на каждый день, то вот достойный вариант к вашему вниманию. Все ссылочки я оставлю в описании под этим видео. И я же на этом буду с вами заканчивать. Увидимся с вами уже очень скоро. Там будет сборка компьютера довольно интересного. Всем еще раз я желаю удачи и до новых встреч на канале. Пока-пока.